Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Я помню, что в одном из выпусков подкаста мы спрашивали наших слушателей и зрителей, а интересна ли им тема русского мата. Мат — это плохие слова в русском языке. И обычно эта тема многим интересна, и иностранцев можно понять, потому что мат, плохие слова, можно услышать почти от каждого носителя русского языка и почти в каждом русскоязычном смешном или не очень видео. Обычно смешно, если Ну, там есть мат. ну да. Хорошо, но мы с тобой в итоге не рискнули сделать это на Ютубе, так как политика этой платформы достаточно жесткая, и даже использование плохих слов с точки зрения обучения и подачи информации может привести к негативным последствиям для канала, для статистики. Поэтому мы решили подготовить для всех интересующихся выпуск, в котором мы научим вас ругаться как русский человек, но без мата. Да, это, конечно, высший пилотаж, то есть большое мастерство ругаться, выражать свой негатив, но не использовать мат. Но здесь хочу сразу сказать дисклеймер, такое замечание, что все слова, которые мы назовем, это все еще очень грубые слова, это оскорбления, и поэтому, конечно, не нужно их использовать о человеке или с человеком, которого вы не хотите обидеть. И ни в коем случае не используйте их в формальной ситуации, например, с учителем или с начальником в разговоре. Но сегодня нам будет весело. Мы вам говорим, что это не весело, но на самом деле нам будет весело просто произносить эти слова на камеру, я Ну да. думаю. Начнем. Так, начнем. И первая группа слов связана со словом «жопа». И я думаю, произносила это слово в одном из выпусков. Итак, большинство, наверное, уже знает слово «жопа», или более мягкий эквивалент — это слово «попа». Итак, жопа, попа — это задняя часть человека, место, на котором мы сидим. И, конечно, название этого места используется во многих оскорблениях. Например, слово «рукожоп». Легко понять, что это слово состоит из двух слов — рука и жопа. Итак, мы говорим о человеке, который сделал что-то плохо, некачественно. А у тебя есть пример, в какой ситуации мы можем использовать слово «рукожоп»? Да, ну, например, ваш друг решил налить себе чай, достал кружку, наливает, и вдруг кружка падает, кружка разбивается, чай весь на полу, и вы можете сказать: «Ай, ну ты рукожоп». Ну, конечно, если в вашей дружбе нормально использовать такой немного грубый стиль общения, да, тогда, конечно. И еще, кстати, мы часто используем это слово как самоиронию. Например, если вы точно знаете, что не можете собрать мебель или сделать что-то сложное своими руками, вы можете сказать: «Ай, да ты знаешь, что я рукожоп. Конечно, я не смогу это сделать». Да, мне кажется, чаще люди используют это именно когда говорят о себе, потому что мы обычно очень критичны к себе. Да, следующее слово — хитрожопый. Тоже два слова: хитрый плюс жопа. И значение достаточно простое — это хитрый человек. И, видимо, жопа здесь просто для комичности, не знаю, чтобы сделать немного интереснее. Давай, ты ответственная за примеры, когда мы можем использовать это слово.
Да, вот про человека не знаю, ну, много ситуаций, но конкретного примера нет, но точно могу использовать это слово про своего кота. Мгм. Когда он, например, делает что-то плохое и знает, что ему нельзя это делать, и когда я смотрю на него, он притворяется, что он вообще не имеет никакого отношения к этому плохому делу. И как только я отворачиваюсь, он опять начинает это делать. Ну вот это абсолютное определение слова хитрожопый. Последнее слово из этой категории — жополиз. Опять здесь участвуют два слова. Жопа, вы уже знаете, и лизать. Лизать — это действие языком, и вы делаете это, например, когда вы едите мороженое. Как мы объясним, что значит жополиз? Да, у этого слова довольно конкретное значение, конкретная ситуация использования. Мы используем это слово, когда говорим о человеке, который всеми силами пытается показать начальнику, боссу, что он молодец, что он хороший работник, хороший человек. Он делает начальнику комплименты, он берет всегда инициативу. В общем, неприятный человек на работе. Да. Следующие 2 слова, тоже недалеко ушли от слова "жопа", потому что они потому что они связаны со словом "срать". Срать — это грубое слово для глагола "какать". И какать значит ходить по-большому. Если вы смотрели наш выпуск про эвфемизмы, вы знаете, что это такое. И от слова "срать" произошло, например, слово "засранец". Так называют человека, который делает другим неприятные, плохие вещи. И мне кажется, чаще это слово используется про молодых людей, как будто бы оно такое не слишком серьезное. Да, я согласна. Часто говорят: "Вот засранец". Еще одно слово или фраза от глагола "срать" — это "срань Господня". И это может звучать как оскорбление Бога. Но говорят, что оно пришло в русский язык как перевод английского holy shit в конце 20 века. Мы, конечно, не знаем точно, откуда эта фраза пришла. И эта фраза используется как восклицание, то есть что-то грубее, чем блин, и тоже как оскорбление человека низкого уровня, который делает что-то постыдное. Теперь поговорим о прилагательных. Если наши слушатели заметили, как мой голос изменился, это потому, что мы сейчас неистово хохотали. Итак, теперь поговорим о прилагательных. Вот, например, забавная характеристика — это тупорылый. Тупой плюс рыло. Объяснишь, что значат эти слова? Да, конечно. Тупой — это не только глупый в русском языке, еще это антоним для слова острый. Например, острый нож. И если нож тупой, то он не режет или режет плохо. А рыло — это нос свиньи, нос этого животного. И мы знаем, что у свиньи не острый нос, а тупой. И поэтому вместе получается как тупой нос свиньи. Но все-таки используем мы слово тупорылый именно в значении тупой. Да, Когда, да, когда хотим назвать человека глупым, тупым, но нужно что-то посильнее, и мы хотим обозвать, оскорбить человека, ну, особенно за его спиной, когда мы на него очень злимся. да. Еще одно близкое по значению слово — это безмозглый. И здесь все понятно. Это человек без мозгов, значит, глупый. И это слово не такое жесткое, как остальные. И, к сожалению, часто это слово даже могут услышать дети некоторых родителей.
Да, то есть родители вряд ли скажут тупорылый, но безмозглый, мне кажется, говорят чаще. Особенно раньше, когда не было еще таких знаний о психологии и так далее. Психологии. Да, да, сейчас уже, надеюсь, пореже такое может случиться. Да. Да, верно. Да, следующее оскорбление очень популярно. Это слово урод. Урод от прилагательного уродливый, то есть некрасивый. Однако мы используем слово урод не когда характеризуем внешность человека, а когда говорим о его поступках. И это слово используется только о мужчинах. Если мужчина делает что-то плохо, например, унижает другого человека, совершает постыдные поступки, то мы можем сказать: вот он урод. Даже есть фраза «моральный урод». Кстати, да. Хотя, когда мы говорим «урод», уже достаточно, чтобы подумать о моральном уроде. Ну, это часто происходит в русском языке, когда мы хотим усилить эффект и добавляем слово с похожим значением. Хорошо, в эту же категорию еще одно забавное слово «упырь». Вообще, упырь — это персонаж славянской мифологии, и это такое существо, похожее на вампира. Но сейчас слово «упырь» никак не ассоциируется с вампиром. И это слово используется, когда говорят о мужчинах, которые как-то вас обидели, но в то же время они не выглядят угрожающе, то есть они не выглядят как люди, которые могли вас обидеть. Но что-то смешное и комичное есть в этом слове «упырь». Да, мне почему-то кажется, это абсолютно субъективное мнение, что это связано с гласными «у» и «ы». Вообще не часто в слове можно встретить их комбинацию, и поэтому «упырь» как-то смешно звучит. Но я с тобой согласна. Это реально это звуки, да, упырь. Упырь. Да, вот это «п» еще. Субъективно. Так, хорошо. Еще одно слово, мне оно очень нравится, слово «тормоз». Вообще, что такое тормоз? Тормоз — это механизм, который останавливает транспорт. Тормоз есть в машине, в автобусе, на велосипеде. Но мы используем тормоз о человеке, который медленно думает. То есть, если человек медленно думает или не может что-то долго сказать, мы говорим: ну ты тормоз. Кстати, пока мы говорим об этом, можно также сказать, что есть еще глагол «тормозить». Да, то есть медленно думать, не соображать, не понимать, что происходит. И часто используют императив и говорят «не тормози». Да. Хотела еще добавить, что тормоз не очень грубое слово, и в целом в дружбе, в какой-то немного ироничной форме, как шутка может использоваться про друзей. Ну Да. что тормозишь? Да. Но опять же, дружба бывает разной. Иногда там используют такие слова, которые я вообще в жизни не могу сказать кому-то. А иногда наоборот. Одно слово, и друг обиделся. Хорошо. И более грубое слово по сравнению со словом «тормоз» — это даже не слово, а фраза «дебила кусок». Дебил, я думаю, понятно, потому что похоже во многих других языках. Но вот слово «кусок», наверное, стоит объяснить. Кусок — это маленькая часть чего-то. Самый яркий пример — это, конечно, кусок торта. И каким-то образом «дебила кусок» звучит обиднее, чем просто «дебил». И так мы говорим, когда человек настолько тупой, что он даже не заслуживает быть целым дебилом. Мы скажем «дебила кусок». Да, и интересно, что нельзя сказать «кусок дебила». Это должна быть именно «дебила кусок».
Да, кстати. Ну и закончим этот образовательный выпуск словом «зараза». Вот слово, которое можно использовать и о мужчинах, и о женщинах. И вообще зараза, оно существует и в обычной жизни, не как оскорбление. Например, заразная болезнь, да, то есть Мгм. болезнь, которая может легко передаться от человека или животного к другому. Но мы говорим зараза о человеке, когда он делает что-то плохое, неприятное, но не слишком. Да? То есть это не такое серьезное слово. Ну, например, на работе коллега вас подвела или обещала что-то сделать, но не сделала. Вот она зараза. Да, верно. То есть есть большая разница между заразой и упырем, например. Вопрос недели. А у вас в родном языке есть какое-нибудь смешное оскорбление? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.